Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я хочу показать вам изящный узор, который идеально подойдет для создания стильных и современных вещей. На его основе связан вот такой джемпер, который вы видите сейчас на экране. Он легкий, воздушный и в то же время практичный и удобный для повседневной носки. Вообще этот узор прекрасно смотрится в любом образе. С джинсами он создает повседневный расслабленный стиль, а с юбкой, к примеру, или брюками легко превращается в элегантный вечерний вариант. Именно в этом и состоит его своего рода универсальность. Простая основа, которая создает простор для фантазии. Вот так выглядит этот узор, если вязать изделие снизу вверх. Если же вы отдаете предпочтение вязанию от горловины, он будет выглядеть вот таким образом, очень похожий, и посторонний взгляд даже не заметит, что узор связан сверху вниз. Вот так выглядит его изнаночная сторона. Для вязания такого узора подойдет любая гладкая пряжа. Также красиво будет он выглядеть в тонкой ленточке, мелком букле, пушистой пряже. Фантазийную здесь нужно пробовать, чтобы сам узор не потерялся. К спицам сам узор никак не привередлив, и их нужно подбирать, учитывая рекомендации производителя и, конечно же, вашу личную плотность вязания. Вот так выглядит этот узор. На первый взгляд очень простой, а в изделии мне, допустим, он очень-очень нравится. Еще одной прелестью этого узора является то, что раппорт узора невысокий, всего лишь 12 рядов, и он идеально подходит для азиатского роста, для тех, кто не любит вывязывать горловину классическим способом. Вот такой вариант будет идеальным. Итак, раппорт узора составляет 11 петель в ширину и 12 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать 2 раппорта узора, но из другой пряжи. Вот этот мой большой образец связан из тонкой шерсти. Здесь идет 280 метров в 100 граммах. Вязала я его на спицах номер 3. Вместе же с вами я буду вязать из стандартной стопроцентной хлопковой пряжи. Здесь 250 метров в 100 граммах. И спицы у меня номер 3,5. Итак, я набрала 24 петли, 22 это 2 раппорта узора и 2 кромочные. Петель симметрии данный узор не имеет. Давайте начнем вязать вместе. Первый ряд. Кромочную я переснимаю и сразу приступаю к узору. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня, чтобы они не были перекрещенными. И провязываются вот таким простым способом. Далее 3 изнаночные. 1, 2, 3. 6 лицевых петель. 3 это относятся к первому раппорту узора и 3 ко второму раппорту узора. Итак, я 5 провязала, 6-я и повторяю накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные петли, 2, 3 и 3 лицевые. Я закончила второй раппорт узора. Ряд заканчиваю просто кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре провязываются изнаночными петлями, не по рисунку, а именно изнаночными при поворотном вязании. Если же вы вяжете по кругу, соответственно, вы все петли провязываете лицевыми. То есть
вот эти черточки – это не изнаночная гладь, это платочный узор. Второй ряд я провяжу вместе с вами, потому что начинающие мастера иногда путаются, как это по рисунку, не по рисунку, поэтому я провяжу его вместе. А далее четные ряды я буду пропускать, потому что они все будут провязываться исключительно изнаночными петлями. Итак, кромочную я переснимаю и все петли узора провязываю изнаночными. Вот это у меня были лицевые петли, платочный узор, я их также провязываю изнаночными. Накид также открытой изнаночной петлей. Изнаночные петельки провязываю изнаночными. Дохожу до платочного узора, по изнаночной стороне в четных рядах я провязываю их изнаночными. Накид открытой изнаночной петлей, чтобы получалась дырочка, и таким образом я провязываю все петли в нечетных рядах. Третий ряд кромочная, 4 лицевые, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Далее 6 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И повторяю накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные, 1, 2, 3 и 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Хочу обратить ваше внимание на то, что убавления в этом узоре все смотрят на накид. В первом ряду он у меня смотрел в другую сторону, но это касается только первого ряда в начале вязания. Когда вы будете повторять вязание от раппорта к раппорту, то есть провязав 12 рядов, начинаете вязать первый ряд, накид там будет, убавление там будет смотреть на накид. А вот когда от накида, это касается, повторюсь, только самого первого ряда в начале вязания. Пятый ряд. Кромочная, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные, 1, 2, 3. 6 лицевых, одна из них относится к первому раппорту узора, 5 ко второму. Далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные петли и 1 лицевая. Я закончила вязать второй раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Седьмой ряд. Кромочную переснимаю. Далее 3 лицевые петли, 3 изнаночные, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 6 лицевых петель, 3 из них относятся к первому раппорту узора и 3 относятся ко второму. Далее 3 изнаночные, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 3 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю кромочной. Девятый ряд. Кромочная, 2 лицевые, 3 изнаночные, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 6 лицевых петель, 3, 4, 5, 6. 3 изнаночные, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 4 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю
кромочной. 11 ряд. Кромочная, 1 лицевая петля, 3 изнаночных, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 6 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 5 лицевых петель, 4, 5. Ряд заканчиваю кромочной. Итак, я провязала 1 раппорт узора. Я хочу сейчас провязать еще раз первый ряд, так как первый ряд в полотне провязывается иначе, нежели в начале вязания. И чтобы вы не путались, я его провяжу еще раз вместе с вами. Итак, первый ряд. Кромочную я переснимаю. Далее 3 лицевые петли, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 6 лицевых петель, 3 относятся к первому раппорту узора и 3 ко второму. Далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные, 1, 2, 3 и 3 лицевые петли. Вот так выполняется переход от раппорта к раппорту узора. Как видите, узор несложный, и вы сможете без труда связать такой джемпер, как я вам показывала, или же использовать рисунок для вязания других красивых вещей. Всем хорошего дня и до встречи на канале!